Участники проекта проходят испытания, основанные на событиях Великой Отечественной войны. Перед ними только один соперник. Собственные возможности. Давайте, давайте. Время ограничено. Четыре дня участники идут к общей цели. Каждый день их ждет новое испытание и выбор капитана, от которого зависит успех всей команды. Доброе утро, бойцы! Доброе утро. Выспались? Да. Итак, сегодня у нас завершающий день. Как вы помните, 2 дня первых вы провалили испытания. Вчера вы с ним справились, поэтому мы решили, если вы и сегодня выдержите испытания, то мы зачтем вашей команде прохождение испытаний «Пережить, чтобы помнить». Ну что же, новый день, новый командир. Есть желающие? А у нас осталось 3 кандидатуры людей, которые еще не были командирами. Аня, Стивен, Марк. Кто желает стать командиром финального дня? Я сегодня буду командиром. Это было не то, что какое-то рандомное, событие. Стивен Темкинг, 18 лет, тикток-блогер, Ижевск. Я все это время хотел стать капитаном, но единственное, изначально хотел посмотреть на ребят, как они действуют, просто с точки зрения психологии. Я тоже готова. Неплохо. Я давно хотела попробовать себя в роли капитана. Анна Оушен, 24 года, блогер, Тольятти. Решила, что когда, если не сейчас. Для того, чтобы быть капитаном, не обязательно какие-то супер-сверхнавыки. Елизавета Нагаева, 24 года, матрос-спасатель, тренер по плаванию, Симферополь. Достаточно просто руководить процессом и скоординировать всех людей. Ну, смотрите, день финальный, мы также будем биться на 2 команды, поэтому я предлагаю, чтобы Аня была командиром одной команды, Давай. а Стивен второй. Итак, все, открывайте, смотрите задания и, исходя из них, формируйте себе команды. Окей. Первая задача – преодолеть на штатном 6-весельном ялле расстояние до места десантирования и произвести высадку на мелководье. По карте найти и уничтожить вражеский радиоузел. Затем обнаружить штаб противника, преодолеть проволочные заграждения и вызвать огонь на себя. Именно так поступили бойцы разведгруппы майора Ивана Христофорова из Талаксинского десанта 70-й морской стрелковой бригады. Нам нужна Нам Лиза. Лиза нужна тогда. Да. Ну, нам Нам почти отсюда типа то же самое, но мы, получается, базируемся тут. Вторая задача – заготовить березовую кору, подготовить кустарную смолокуренную установку, сделать литр дегтя, как это описывает военврач Ибрагим Друян. После выполнения свернуть лагерь и погрузить на транспорт Ладожской флотилии, подобно тыловикам 70-й морской стрелковой бригады. Рассказывайте, как поделились. У нас будет 4 человека в команде, мы берем к себе Лизу и будем начинать наши задания. 4 вот так вот. Да. Соответственно, Как вчера. Стивен и Марк будут дегтярниками. Мы уже очень неплохо спелись со Стивеном, Марк Майер, 25 лет, музыкант, Москва. потому что мы до этого тоже работали с ним в похожих условиях. Я вижу недоумение на ваших лицах, я объясню. Дегтярник – это тот, кто варит деготь. Вижу, что недоумение никуда не делось. В процессе поймем, что это такое, и научимся. Итак, начинается дождь, тем интереснее будет задание. У вас на выполнение его будет сегодня 4 часа. Готовы? Да. Тогда мы засекаем время. Так, я так понимаю, винтовочки наши. Так, вы шарите вообще, что нам брать-то надо? Нет. Да что такое? Посмотри, что нам нужно Наверное, взять. наши? Это не сумка разве? Да, Скорее всего, это нужно просто пока сюда сложить. Подожди, днище сумка. Нам нужно лодку еще поставить, Так, а парус. так было, да? подготовить все. Да. Плоскогубцы все взяли? Очки есть.
Андрей, как ты закрепил портфель этот? Просто я его привязал вот сюда. К этой веревке и привязал. А зачем ты сразу очки надел? Чтобы они там не этот... Я считаю, что роль командира в команде не имеет абсолютно никакого значения, потому что мы все вместе сплоченно решаем, кто чем будет заниматься, и разбираемся в задании. Владислав Иванов, 24 года, учитель физкультуры, Воркута. Сам командир, особо какой-то большой вклад в это не вносит. Так, все, полетели, поплыли. Го. Я впервые увидел такое сооружение, как шестивесельный яла. Выглядит сложно. Опа, сейчас, подождите. Я туда заползу. Короче, мы поставим. садимся лицом туда и гребем. А гребем в ту сторону. Типа спиной мы вперед гребем. А, типа на заднюю даем, да? Сначала. Нам сейчас сначала назад расскажут, сдадим, да? какие. Я вообще не понимаю даже, как это работает. Вот его ставить вот Куда его сюда ставить? нужно, ребят. Очень тяжелый. Так, ладно. Так. Слушаем команду. Гребля — это, наверное, самое тяжелое за эти дни физически, потому что мы из нашей команды никто, кроме Влада, особо этого делать не умел. Насколько мне известно, вроде бы Лиза еще и раньше пробовала это делать. Андрей Барановский, 21 год, инстаблогер, Новосибирск. Это было очень непросто. Нам приходилось прикладывать немалые усилия. У меня буквально в течение первых 5 минут забились руки, потому что я неправильно греб. Давай я буду. 2. Раз. 2. Сейчас, погодите, дай 5 сек. Что? Забились, торопимся. Что с руками? Дать перчатки? Забились руки, забились, трицепс умер, все. Сейчас. Да? Погнали. Давай. Раз. 2. Интересно, у кого же задание окажется тяжелее? Я вот смотрю, сейчас ребята гребут, и мне кажется, что у моей команды, у Стивена и Марка задание все-таки чуточку полегче в плане именно физической силы. Как настроение? Кайфово. Знаешь, тут уже просто на уверенности, потому что делали, знаем, как делать, опыт есть. Да, тем более вчера та же команда у нас была. Единственное, дождь может помешать, потому что сегодня он более сильный. Ну, это наше место тогда. Я вообще думаю снять вот эту вот штуку и положить на дрова, чтобы не становились как влажными. вариант. Давай ты начнешь с ямы, а я буду делать, получается, березу. Яму. Хорошо, да? Да. 5-10 сантиметров. Так, яму мы делаем где? В костре? В костре мы не сделаем яму сейчас. Ну не, мы же можем вот здесь перенести отдельно, камни разложить, здесь левее сделать костер. Можешь пробовать? Смотрите. Окей. Это делается под кастрюлю. Все, давай. Нам нужно было, во-первых, приготовить деготь, то есть нужно было сорвать очень много коры, и также нужно было взять лагерь, все палатки, там все, что нужно для жизни, не только, так сказать, и погрузить на лодку. Ребят, давайте попробуем немножко подсчет, чтобы Давай, скоординироваться. хорошо, буду давать счет. Лиз, давай, может быть, ты посчитаешь? Так, Поехали. И 2. Я не хочу петь. 1, 2. 1, 2. Мы так не успеем. 1. Подожди, это слишком быстрый счет. Да, можно чуть медленнее. Ну, давайте кто-то другой посчитает. Я Андрей, не может, ты? понимаю этот счет. 2. 1. 2. Ой-ой-ой. 2. Аккуратно, Аня.
Подождите, слушаем. на меня нападение было Поднимай. совершено. Как вы видите, дождь закончился. Ребята решили немножко отдохнуть, потому что, как сами понимаете, тяжело очень грести на таком судне, которое они видели впервые. Потому что шестивесельный ял – это вам не моторная лодка. Там нужно уметь, там нужно показать характер, там нужно, как вам сказать, не стереть руки. Вот я не знаю, почему они решили таким образом взять 2 девочек именно на этот ял, потому что все-таки, мне кажется, 4 мальчика справились с этим заданием бы быстрее, и, скорее всего, у них бы, были бы шансы победить. 2. Раз. Так, Лиза, у тебя вышла из орбиты эта штука. Да, вижу. Так, Лиза вставила? Поставил, да. 2. Раз. Так, я думаю, подходит. Сначала раскопал яму для кастрюли, потом опустил туда кастрюлю, потом она была неправильной, потом я еще немного подрихтовал все. Дальше я сделал очень красиво и эстетично, разложил такой кружок очень красивый из камней. На самом деле, раньше вообще вот этим всем не занимался. Это для меня в новинку. Но, в принципе, поскольку вчера я собирал красную заболонь, сегодня уже попроще в этом смысле, то есть не супер что-то новое. Хорошо пошло. Теперь я умею снимать с березы вот эту вот кожуру. Вообще кайф, вообще кайф. Просто чищу как мандарин на Новый год. Хотя в Африке Новый год вообще в другое время года. Как успехи? Я доделал свою работу, думаю, в принципе, можем отправиться помогать. Знаешь, что я заметил за тобой по истечении всех наших 3 дней, что это перфекционизм. Вот, который, скорее всего, на войне будет не востребованный, но все, что ты делаешь, ты стараешься, чтобы это было идеально. Наверное, в мирное время твои навыки нужны более, чем в военное время. Спасибо. Ладно, пошли к Стиву. Пойдем. Спасибо, ребят, полный кайф. Так, слушаем 5 сек. Карта, Лиз, у тебя? Нам туда, да? Смотри на карте быстро. Сейчас. Быстро. Нам туда. Блин, нифига, после физлом сразу. Секунду. Возьми. Да, разворачивай, Влад. Все? Да, разворачивай. Да, нам вдоль. Да, вот сюда. То есть между островами, то есть нам сюда. И Всё, там погнали. уже выходим по прямой. Да, там по прямой. Ребят, как ощущения? Да Чудесно. хватит, ё, Нормально, просто. пока не устали. И... Аня. И... Прости. Раз. До сих пор думаю, что они на прогулке. Мне кажется, надо, чтобы еще дождик ливанул. Может, тогда они начнут побыстрее грести. И... Аня, вот так. Молодец. И... Раз. И... Раз. И... Раз. Как дела, Стив? Да кайфово. Березку вот делаю. Получается? Да, потихонечку. Так, я думаю, могу тебе помочь, А но чё там? буду орудовать лопатой скорее. Лопатой? Да. А это цельное дерево, мы его не перевернем, да? Нет. Помимо сложностей с разжиганием костра, у нас были огромные трудности, чтобы собрать кору березы, потому что ее реально очень сложно добыть. У нас был один топор на 2 и была лопата. Но так как Стивен взялся за эту работу изначально прямо полностью и целиком, то мне осталось лопатой. Знаешь, как я понял, что удобно делать? Смотри. Марк, смотри как. Вот, сначала вот тут вот делаешь засеченное, вот, а потом ты просто пальцем вот по вот такой штучке все ложишь в банку. Раз. И... Раз. Все, норм обходим? И... Скорее всего, нет, тут мель. Нам нужно разворачиваться. Ой-ой-ой. Ага. Ничего, живем. В один из моментов нас начало прибивать к берегу, и мы чуть было не сели на мель. И...
раз. У меня прочный каркас. И раз. И Нормально тебе. раз. Человеческий таз. И раз. У меня золотой унитаз. И раз. Я люблю квас. И раз. Я хочу контрабас. Мы понимали, что грести надо было очень далеко, нам помогали шутки. Мы гребли, болтали, шутили, придумали разные рифмы. И нам было весело, и мы как-то даже не отвлекались на работу. Бывало, делали перерывы. Проплыли примерно 3 километра. Я думала о том, как это тяжело. Над нами уже птица кружит. Сожрать нас хочет. Так, отлично, остров прошли, следующий наш. И раз. И раз. Похоже на бумагу. Мы уже не в первый раз собирали кору с деревьев. До этого мы делали из заболонь кашу. Это еще более глубокий слой березы. А здесь я подумал, что, наверное, это будет легче. И в итоге я ошибся, потому что это было вообще не легче. Нужно было как-то руками, пальцами, ногтями сдирать. И это очень муторная работа. Смотри, сколько я собрал. Это просто невероятно, еще в карманах. Марк, Да? я думаю, коры достаточно. Слушай, отлично. Погнали. Погнали? Кстати, если бы дерево было не такое молодое, а более старое, можно было просто взять 10 сантиметров и сдирать вот так вот, как будто ты обои сдираешь. Хотя не знаю, поджигать рано нужно будет или нет. Во время войны среди солдат и партизан была распространена чесотка. Справлялись с ней с помощью березового дегтя. К нему добавляли свиной жир и тол, который заменял серу. Компоненты тщательно перемешивали и втирали в пораженные участки тела на протяжении нескольких дней. Затем больного направляли в баню. Процедура повторялась до полного выздоровления. Так, бересту собрали. Какой дальнейший алгоритм действий? Смотри, я думаю, мы сейчас помоем эту кастрюлю, потому что туда немного попала уже земля. Сейчас мы вывалим эту кору, постараемся сделать удобное отверстие, чтобы оттуда шла жидкость. И разожжем костер бревнами. Да, землю надо убрать, потому что, сами понимаете, в медицине грязь недопустима. Вот такую сделать, типа? Она загнута. Для того, чтобы приготовить деготь, нам нужно было вырыть яму 10-15 сантиметров, после того поставить туда кастрюлю, куда весь этот деготь будет стекать. Потом мы на вот эту кастрюлю ставим еще более большую банку, где уже складывается кора. Думаю, нам, может быть, еще дров нужно. Да, нужно длинные, которые будут сверху. Да. Да, нужно разрубить их. И Погоди. И... Да, раз. Вообще отлично. Ань, ты как капитан, расскажи, что сделала за это время, пока вы гребли? Я могу сказать, что за время, пока мы плыли, мы натерли мозоли. Все? Нет! Кто не натер? А у меня просто были уже старые. Осталось меньше 2 Вон часов. туда плыть? Туда плыть. Все, ок. Погнали. Ань, я готова. И... Вот молодцы, раз. дождались меня, чтобы узнать, куда им плыть. И... Раз. Могут не успеть. И... Раз. Давайте, еще чуть-чуть осталось. Так, давайте немножко подгребем с вашей стороны. Нас носило немножко течением, был ветер. Он был не попутный, он был встречный, тоже немножечко мешал, но, в принципе, мы достаточно уверенно добрались до точки высадки. Обстановка по кайфу. Раз. Мы с тобою танцуем. И... Раз. И... Давайте к Догребем нему. немножечко? Немножко, ребят. Совсем чуть-чуть. Прям Можно даже капельку. не сильно так грести, так прям поверху чисто.
вот этот. И... Аня, А, ну давай греби. да я гребу. Мы в тумане. И раз. И все, мы Всё, я уже почти. чувствую. Раз. Да, камешки. Да. Все, сели. Веслом проверь, насколько А глубоко. куда наступать там сейчас? Здесь не глубоко, чуваки, здесь прям мелко уже. Вот, смотрите, вот. Не, дно вот, я вижу, вот, да. видишь весло? Убегаем. Убегаем, гэнг. Раз винтовка. Два винтовка. Слушай, а у меня идея, Влад. А может, ты выпрыгнешь и возьмешь Три Аню на винтовка. руки и донесешь ее? Анька, Зачем давай. ей Мораль разуваться? Ей-богу. И Андрея тоже. Может, принесешь бревно какое-нибудь? Как только мы доплыли и высадились на берег, нужно было переходить вброд. Мы прыгали прямо в воду, по колено были все в воде и начали двигаться к берегу. В итоге проследовала череда взрывов. Прямо рядом с нами, проходя мимо, там были такие здоровенные канавы. Не могу сказать, что взрывы были страшными, потому что мы понимали, что никто нам вреда не причинит. Было шумно, было неожиданно. Когда они были прям близко, да, но ты такой все равно в ожидании, что вдруг все-таки что-то подорвется и прилетит тебе на голову. Ой. У нас времени вагон. Просто задача гиперсложная. Что она это? Опять потух? Ну да. У дегтя невероятно широкий спектр применений. С помощью дегтя выделывают кожи и меха. Его использовали как репеллент, его использовали в медицине, причем как внешне, так и внутренне. С помощью дегтя обрабатывали веревки, сбрую, доски, таким образом защищая их от гнили. А еще недавно березовый деготь в половину с сосновым был основой для смазки колес телег, повозок. Кстати, во время войны из-за дефицита нефтепродуктов его опять использовали с этой целью. У нас возникли серьезные сложности с приготовлением дегтя, потому что недавно прошел дождь. Дождь был очень сильным. Наш костер никак не хотел разжигаться. В итоге мы потратили большую часть времени на то, чтобы как-то его вообще оживить и реанимировать. Уже минут 25 вы тратите на то, чтобы разжечь костер, и у вас не получается. В чем причина? Я думаю, у нас не получается, потому что мы пытаемся его вокруг развести. До этого мы делали пирамиду, и все было хорошо. Но Но если ты уверен, что пирамида у вас получается, может быть, сделать сейчас где-то пирамиду и потом просто уже загоревшиеся поленья перетаскивать сюда? Кстати, хорошая идея. Думаю, мы сейчас попробуем. Нормально Сейчас на мину разорвало. бы не наступить, а? Вау. Вот тут она была. Вороночка. Аккуратно ветки, девочки. И Лизе по лицу прилетела. Че там, Влад? Че нашел? Слушайте, ребят, тут плащ-палатка. Что там? Еще одна карта. Тут еще карта. Там была отметка, собственно, следующей точки маршрута. Нам необходимо было найти рацию и вражескую базу, собственно, по пути следования. Тут у нас вещмешок. Посмотрите, что тут. И карта. И карта. Чисто в путь. Смотри, вот мы сейчас, я так понял, мы здесь, да? Подожди. Мы сейчас плыли вот здесь вот, да? Вот Вот сюда мы прям приплыли, здесь вот. Вот сюда. Мы вот сюда, А, нет, вот сюда, мы сюда приплыли. Можешь достать свою карту еще. Она у Лизы. Лиза, достань карту. Мы сейчас прям точно узнаем, где мы вообще. Мы поняли, что это была ложная точка, потому что радиостанции там не оказалось, но мы нашли карту и вещмешок. Нам просто нужно идти вот сюда, до радиостанции. Вот, мы прям вот тут, вот на этом носу. Вот. Нам сначала нужно до сюда, получается, а потом вот до сюда, Да, до да, вражеского штаба. Да, правильно. Бери тоже карту с собой. Все, погнали. Всё, Там больше только ничего грибы, нет. да, и все. Все, пойдем. Вот тропинка. Пойдем. Да, гол. Запахло хвой. Класс. Я, конечно, не профессионал, но у меня ощущение, что вот эта вот коробочка взорвется.
Ну что ж, парни, неплохо. Молодцы, ребята. Спасибо. Вы старались. Что по инструкции? Сколько времени нужно для приготовления дегтя? Так, мне надо посмотреть. Одна проблема, мы инструкцию сожгли. Инструкция использовалась для розжига. Да. Мне кажется, что здесь уже деготь без нашей помощи сварится. Думаю, мы можем подниматься наверх, собирать палатки и собирать лагерь. Мы не смогли сразу все разжечь, нужно было очень много ветра, нужно было очень много вот этих веток. Только потом у нас что-то получилось. Вдоль берега движемся, все верно. С радиостанцией что надо сделать? Взорвать ее? Забрать Дать вроде? сигнал об уничтожении. По трофейной рации. Боже мой, надеюсь, трофейная рация — это не вот эта вот фигня с проволокой. Сегодня я просто настолько замерзла, что вот у меня даже вчера никаких такой день эмоций на ходила. лице нету. Я просто, не знаю, меня заморозили, меня можно отправить уже в будущее, я там только разморожусь. Нет? Ну вот тропа, а вот еще тропа. Надо пройтись и туда, значит. А вы думаете, нам не туда нужно было? Главное, с пацанами нам не потеряться. Сейчас, подожди. Так, сначала убираем вот это все. Да, отвязываем все. Палки эти надо убрать. Скручивать. Да. Так, давай длинные палки вместе сложим. А уголки? Складывать палатки оказалось занятием несложным. Они выглядят очень массивно, и я думал, что там гораздо больше креплений. И, как выяснилось, там все очень просто. Мокрые ботинки не помеха. Я чувствую эту сырость. О, это холодно, пипец. Давай. Вот сюда. Аккуратно. Я держу лодку, чтобы не перекачивалась. Отпускай. Дальше чуть. Все, один есть. Класс. Погнали. Ну, освежились немного. Бедный человек. У меня там целый бассейн. Палочки суши. Бра. По легенде сегодняшнего дня мы должны были перенести все, что нужно на фронте, на передовой, так сказать. Мы взяли лагерь, собрали все палатки. Вы что-нибудь видите? Ну, тропинка, как минимум. Аня! А это что? Вон, я кажется, где-то где-то здесь. Каменный лагерь какой-то. Ребят, давайте привал. Нам нужно немного передохнуть. Окей. Честно, я не помню, что там находилось. Мы нашли там сигнальное оружие и сухие пайки. Вот, это очень классное приобретение. Оно нам очень нравится всем. Let's go! Ля-ля-ля. Как я и говорил, на 15 минут задержка у нас. Ну, привет. Ну, привет. Осталось 55 минут. Куда пришли? Массе. Что здесь нашли? Радиостанции, да, вроде, Аня? Смотри. Так, дать сигнал об уничтожении радиостанции по трофейной рации, выйти к проволочному Трофейная рация. заграждению и проделать в нем... 2 Так, трехметровых. это надо снять, нет? Так, что нам надо ее уничтожить прям? Нет, нам не ее надо уничтожить. Нам нужно дать сигнал об уничтожении радиостанции по Ракетница, трофейной да? рации. Трофейная рация. Держи. Крутить. Давай буду крутить. Давай. Прием. Так, покрутили. Прием. Прием. По той же траектории, да?
Да. Слушай, а сейчас она уже кажется теплой. Ну, такое. Уже полегче, да? Может быть, го на плечах. Так. Давай. Так. И сейчас нужно будет изнутри. Поехали. Парни продолжают загружаться на плавсредства. С одной стороны, времени остается катастрофически мало. С другой стороны, практически вся работа уже выполнена. Радиостанция найдена. Уничтожен. Понял. — 23 июня 1944 года Ладожская военная флотилия высадила на занятом противником побережье первую волну Тулокского десанта морской пехоты. Входившая в нее группа разведчиков майора Ивана Христофорова разгромила на автодороге вражескую колонну, подорвала железную дорогу, захватила 16 языков и указала кораблям Ладожской военной флотилии цели, вызвав огонь на себя. Мне кажется, вот так вот, поверху, может. Вон тропинка вниз. Ага. Раздваивается. Сейчас я здесь ну, один Нашел? фиг, она сюда просто Да, пойдет. вот. Дальше идем. Нам нужно найти полянку. Так, сюда. Я думаю, прямо. А мне Не кажется, сюда. сворачивайся. Мне кажется, сюда. Тут просто более тропинка, чем тут. Да, пойдем сюда. Ну что, финальное испытание Или красный. ждет ребят, а именно перерезать проволоку, Вот, подать сигнал, вызвать огонь на себя. И, в принципе, можно считать, что они справились с сегодняшним заданием. То есть мы Воспоминания приплыли на прям. этот остров? Пойдем. У нас кусачки в портфеле есть, да? Смотри, что написано. Задание как написано? Как, Задание, Ань. Дальше Так. что? Выйти Сундучок к он наш. проволочному заграждению и проделать в нем под огнем противника 2-3 метровых прохода. До конца испытания осталось совсем немного. Этот участок нужно преодолеть по-пластунски на спине, прорезая 2 3-метровых прохода. Типа просто полежу, я один, полежу. один режет, другой проползает. А вы типа считаете, что один должен ползти? Один ползет, прорезает, другой просто за ним ползет. Нас сейчас стрелять будут чуваки. 100%. Окей, давайте я тоже буду ползти. Вещи тоже не забывайте, все с собой. Сразу, да? Конечно. То есть перебрать... Нет времени возвращаться. Ты, получается, ты режешь, Да, я режу. ты ползешь. Кто Или- ползет? Может быть, Лиза мы ползет. с Владом Да, ползем вы, и девчонки, режем, а вы сзади. ползете за нами следом. Это вот И режем. более Режем мы. правдоподобно. Лучше щипцы возьми. Андрей. Да. Смотри, у нас получается, мы ползем вот в эту, вот, ты с одной стороны средней палки, я с другой стороны, и прогрызаем ее всю. Окей. Все, давай. Если бы мне пришлось справиться в разведку, я бы с собой взял Андрея, потому что он смышленый парень, он бы во многом помог и был бы незаменим. И я бы взял Лизу, потому что Лиза мелкая, и Лиза тоже смышленная, и не боится трудностей. Она очень трудолюбивая во многом и практически во всем принимает участие. Да, мне Так нередко случалось во время войны, что ограждения, которые строили наши солдаты в 41 году, им же самим приходилось штурмовать в 44-м. Аккуратно, Анют. Плохо видно? Голову ниже. За волосы зацепилась. Че, ползешь? Да, ползу. Блин, я застряла. Ну что ж, момент истины. Давайте посмотрим, что у вас получилось и получилось ли у вас что. Вау! Это в этот превратился полный бак бересты. Пахнет бензином. Как будто. Я думаю, можно еще пару раз заварить. Снимай, посмотрим, что с ним. Это активированный уголь, ребят, поэтому если у кого-то проблемы с животиком, то вперед, не стесняйтесь. Но доставайте кастрюлю, и вот литровая банка, которую по условиям испытания вам нужно наполнить. Да! Отлично. Давайте, открывайте фирму. Реализация дегтя оптом. Медвежий остров, Марк и Стивен Продакшн. Красавчики. Жестко, это жестко. Ну что ж, все.
С этим справились, во время вложились. Я вас поздравляю. Спасибо. Я не ожидал, что от коры может быть что-то настолько похожее на бензин, жидкость. Это, ну, короче, просто это было шок. Так, аккуратно. Аккуратно. Стой, на лицо упадет мне. Подожди 5 секунд, я это отрублю. Давай. Чтобы это мне упал. Держи. Да. Отрубил? Да, отрубил. Все, красавчик. Нам пришлось преодолевать колючую проволоку. Мальчики прорезали ее кусачками, откусывали точнее, ползли по-пластунски на спине, а мы с Аней с вещами ползли за ними. Под тобой Всё? прям лежит аккуратно, Влад. Подо мной лежит? Да, прям Хорошо. под головой. Да, убери, да, да, убери. Так, отлично. Спасибо, напарница. Все. Все, выползаем. Когда мы перерезали эту проволоку, сложно было, во-первых, не ткнуть себе в глаз этой проволокой, потому что когда ты ее отрезаешь, она там летит в разные стороны. Я ползла за Андреем, тащить его рюкзак, свой рюкзак, вот эти две винтовки. Ну, это было достаточно сложно просто, ну, физически выполнить. Аня, аккуратно. Есть. Все. Готово? Так, Так, здесь что? Так, нужны ракетницы. Ух, нифига. Ирка. Зеленый, красный, зеленый. Ракетницу. Ракетница здесь. Все, Так, дальнейшие действия. Осталось 20 Ребят, минут. нужно дать сигнал. Сперва берется зеленая ракетница, Так, потом зеленая. красная и зеленая. Аня, стреляй. Зеленая. заряжай. Так, Стой. как ее, вот так? Поднимай. Да, Вот. и вверх. И вверх. Все, даем сигнал. Оу! Следующий. Так, красный. Это красный. Все, отлично. Берем, открываем. Это же зеленый. Это красный, нет? Красный. Окей, окей, окей. Есть. Сейчас третий выстрел и сразу бежим. Все, готовы? Давай. Да! Все, погнали. По-пластунски. Аккуратно. Аккуратно, Влад, на проволоку. Проволока тут повсюду, если что. Ждем, все. Давайте. Андрей, Бежим. Нужно было пустить 3 сигнальные ракеты. Мы так и сделали, пустили 3 ракеты. И этим самым мы выдали местоположение вражеской точки, и надо было сразу сваливать. И мы с тем же Макаром, ползком быстренько убежали, и последовала череда взрывов. И все, мы просто бежали. Когда мы были уже готовы возвращаться обратно, начались взрывы, и мы очень торопились вернуться на базу, так как у нас поджимало время. Мы бежали в гору. Вот это для меня оказалось самым сложным, потому что на мне был тяжелый портфель, тяжелое ружье, вот, и плюс бежать в гору, мы уже были уставшие. В общем, в какой-то момент у меня просто поднялось давление, я так поняла, и меня даже Андрей немножко так за руку тащил. Идут, что ли, Да пешком? вон идут, ты что, не видишь, что ли? Так бежать надо, время заканчивается. Ребят, давайте быстрей! Эй! Ребят, быстрей давайте! Не, если они хотят по-пластунски сюда доползти, Не, то... вон, все, ну... Где? Быстрей! Андрей, давай! Давай! Ребята! Давайте быстрее! Андрей, как ты любишь, 30 секунд, быстрей! Иди сюда! Потом девчонки. Привет! Здорово! Честно, у меня просто нет никаких эмоций. Просто я не знаю даже, как их описать, потому что их нету. Я настолько сегодня вымоталась, что меня просто нет. Вот я сейчас хочу обратиться к самому красивому и фактурному человеку. Нет, вот мне кажется, Андрей и Лиза. Что за внешний вид? Бойцы. Как так получилось? Проволоку резали колючую. По-пластунски. Потом взрывались. Классно. В общем, день насыщенный. Да. Прям пережили. Ну что ж, на самом деле сейчас мы завершаем 3-й сезон. И очень часто приходится слышать, что нынешнее поколение, оно какое-то не такое, с ним что-то не так. Вы только что доказали, что
Вы офигенное поколение. Возможно, иногда не хватает мотивации. Но в целом, блин, ребят, это было круто. Я точно смогу после этого проекта стать поваром, хотя бы рыбьим. Я могу готовить рыбу. Ну, чистить. Могу чистить рыбу. Проект классный. Мне на самом деле нравится то, что вот вспоминая, многое узнаешь о войне, о пережитых днях, о тех трудностях, которые были на войне. Ты не только знаешь о них из документальных фильмов, но ты это все чувствуешь на себе. Главный мой запрос был понять, как жили военные, как они питались, что они делали, каким образом выживали, и было ли это трудно, будет ли это трудно мне. Вот, я это посмотрел изнутри, это прикольно, это интересно, это реально трудно некоторые моменты. Мне очень понравился данный проект. Это здорово, что привлекаются молодые люди, которые на своей шкуре могут ощутить все тяжести, все тяготы, все сложности, с которыми столкнулись ветераны. Интересный опыт взаимодействия с командой, с очень профессиональной командой, интересный опыт взаимодействия с участниками, опыт различных испытаний, не менее интересных и завораживающих, скажем так. Ну и традиционно команда, которая справляется с испытанием пережить, чтобы помнить, получает фаеры. Итак, команда победителей — зажечь фаеры! Караван идет на восход, все, что случится, тоже пройдет. Каждый шаг опыт, запиши на свой счет, время не ждет. Каждый день сопромат, ночью на бодрых, утром помят. Куча наивных, что ищут свой клад, в итоге прогнутся, как Понтий Пилат. Голоса в голове мне сказали кричи, и я верю им вновь на то сотни причин. И слова мои тишину режут ночи, открывая замки, подбирая ключи к сердцу того, кто остался один. Помни, у нас еще все впереди, пока вера горит, ты не победи. Мы все размотаем, все порешим. Пережить, чтобы помнить, ты добро, не похоть. Дорожить своей верой, пока есть мы, этот мир не потерян. Пережить, чтобы помнить.